на украинском канале мы делали расследование для Людмилы, и у нее трагедия произошла. Ее сестры муж погиб на войне в Украине, он защитник Украины. И, естественно, были похороны, и она пришла на похороны. Кто понимает украинский, может зайти на наш украинский канал и посмотреть это видео. Что она рассказала? То есть она рассказала, что сидела в церкви на лавочке, что перед ее глазами была икона с Чернобылем. То есть Чернобыльская атомная вот эта электростанция, на которой была авария. Сеанс я не буду пересказывать, он очень интересный, совершенно потрясающий. Если бы я знала, что это будет такой сеанс интересный, естественно, мы бы его сделали с тобой на русском языке, чтобы больше людей его посмотрели. Но что самое удивительное, что не дает мне до сих пор покоя, это то, что всплыло на самом деле, связанное с этой церковью, и то, что меня это очень возмутило. Все это связано с этой иконой Чернобыля. Если в двух словах, то, как оказалось из сеанса, то авария на Чернобыльской АЭС еще была вот в 1986 году, она была спланирована Кремлем. И что интересно, в этом сеансе проследились вот эти все связи, нейронные связи. И каким образом? Это пси-технологии, чтобы ты понимал. То есть это пси-технологии в церкви. Потому что кто-то думает, что есть магия, есть эзотерика, и где-то там, то, что нас не касается, какие-то пси-технологии. Ничего подобного. Пси-технологии вокруг нас, и они здесь каждый день могут проявляться. Это могут быть люди-манипуляторы, абьюзеры, то есть это пропаганда, это религиозная ложь, это эзотерическая ложь, манипуляции с помощью разных использования символов, вызывания духов, это перевертыши, когда черное называется белым и так дальше. То есть пси-технологии, в основе пси-технологий любых абсолютно лежат одни и те же процессы. И в основе всех технологий, все технологий лежит манипуляция с памятью. Это нужно знать и понимать. Например, такое явление, как газлайтинг, это в быту бывает, когда собеседник пытается навязать какую-то свою память или говорит, нет, этого не было, это не так. То есть это первый шаг, когда навязывается вот эта идея усомниться в себе, усомниться в своей памяти. И когда вот это семя сомнения посеяно, пси-технология дальше идет. Они стирают память, как это было на самом деле, и навязывают потом уже новое видение. Это переписывание истории и так дальше. Что проявилось в этом сеансе? Это Чернобыль. Я думаю, что каждый, кто захочет исследовать этот сеанс, его можно исследовать просто. Нужно исследовать, то есть как эти все связи, как оно всё связано друг с дружкой. Но сегодня я хочу поговорить не об этом, а я хочу разобрать, какую же роль играет Чернобыль, зачем это было нужно, э, когда еще были коммунисты при власти, да? То есть они уже знали, что будет распад Союза, они уже планировали. Мне интересно, а кто же там такой хитрый стоит за этим всем? Кто это все знает, знал или планировал, да, спланировал это все наперед? Потому что в этом сеансе четко всплыло то, что сейчас
Смотри, какая связь. Сейчас в Русской Православной Церкви в Украине используют иконы Чернобыля. Проявилось, что это пси-технологии, потому что на генетическом уровне в памяти каждого украинца, естественно, Мгм. запечатлена эта авария, этот ужас. Это не только украинцы. Это и Беларусь пострадала, и Польша, на Европу там, Европа, да. Европа, да. То есть Мгм. этот ужас коснулся многих, и этот отпечаток зафиксирован в генетической памяти, потому что каждая наша мысль, каждая наша эмоция запечатлена где-то. То есть я хочу посмотреть, кто за этим всем стоит, кто это все планирует. И сейчас, смотри, тогда была авария, это сколько лет прошло с 86 года, а сейчас они это используют для того, чтобы подготовить человека, то есть украинцев, к тому, чтобы они на эфирном уровне, на тонком уровне дали разрешение применить по отношению к ним ядерное оружие. Меня это очень впечатлило и возмутило. То есть настолько бесчеловечная эта власть, и я просто это увидела. И в Библии описываются последние времена этой злой системы вещей, и там описывается, что как раз это вся Москва, это все, этот Кремль, это вся власть черная, магическая. И там описано престол сатаны. И судя по тому, что они делают, это так и есть. Но мне интересно, как это работает. Должен кто-то же быть на физике, кто это все планирует. Кто это? То, что за этим всем стоит Люцифер или какие-то демоны, это все понятно. Но они Вот находятся в своих предатели на пространствах. физике. Да, они находятся в своих пространствах. И они не имеют доступа до нас, до нашего физического пространства до тех пор, пока люди не вызывают их. А люди не понимают, что все человечество, образно говоря, живет в одной лодке. Мы по Мгм. пространству плывем в одной лодке. И одни люди не хотят ничего общего иметь с магией, а другие вызывают этих демонов в наше пространство и буквально заставляют тех, которые не хотят, сосуществовать и мучиться вместе с этими черными магами и с этими людьми-предателями. Я хочу это все посмотреть, потому что у меня такое желание выселить этих колдунов и этих эзотерически настроенных людей куда-нибудь на какую-то планету. Пусть себе там вызывают этих демонов, пусть с ними там дружат, пусть себе сами там что хотят, то и делают. Пусть Ой. оставят нашу планету в покое. Мое мнение, пусть они получают по эфирного плана убрать это происшествие и очистить эфирное пространство от этой всей памяти и генетических ошибок. Прекрасно, потому что освобождая Украину, мы освобождаем и Россию. Потому что вот эти привязки нужно убрать. Люди не понимают, что мы все в одной лодке плывем. И когда Ну, да, мало освободимся того, мы, мы освободим не только даже Землю, не только Солнечную систему. Это освобождение Сесвита. Виктория, в эфирном пространстве. да, Что ты видишь? ну, я настраиваюсь на Чернобыль и смотрю, как будто бы со стороны, как будто бы с птичьего полета. И Мгм. вижу это здание, оно в каком-то ледяном шаре. Ну, я уже, конечно, знаю, что это такое. Считывается функциональное программирование. И от этого пространства идет сектор магии, черная толстенная подключка,
которая вот так расширяется, соединяется вместе с сектором интерферентов, и там закручивается, превращается в такой вихрь, который прям как ветер воет в секторе интерферентов, то есть как бы открытый портал. Мгм. Это то, что ты сейчас видишь, это на данный момент происходит в эфирном пространстве? Ну да, Мгм. в эфирном пространстве нет времени. Если что-то произошло, оно там так и находится. Если там есть контракт, то оно Ну хорошо, не давай исчезает. тогда с этой точки начнем. Кто находится в секторе магии, Нет, приказывает давай проект. все по порядку. Найдем все. Хорошо, Виктория. Ну, давай, как я хотел. Отсоединись пока от всех и всего. Да. Давай зайдем в тот момент, примерно за час до аварии этой Чернобыльской АЭС, что происходило в этот момент в эфирном пространстве. На счет 3 мы это увидим. 1, 2, 3. Я вижу, что оно считывается колба. Выглядит как полусфера, которая надвигается вот так из сектора магии. Вот эта прозрачная, которую я вначале увидела, она вот так как пасть открыта, вот так надвигается. Вижу какого-то человека, который сидит, там какие-то штуки. За пультом. Ну да, там какие-то эти, как будто бы аж до потолка такие какие-то квадратики, какие-то Мгм. штуки. И много разных рычагов и кнопочек. Мгм. Этот человек, у него, вот там много людей, но я почему-то сразу выискала одного. Мгм. М, У него как какая-то энергия, вот как у сестры у моей я сегодня видела. Мгм. Ноги черные, как будто бы половина этого черного какого-то рептилоида. То есть по спине и ноги. И он там, и я вижу вот так, тык-тык-тык-тык, делает. Мгм. Нажимает на управление. Да, что-то делает. И у него вот так, где сердце, начинает вот это все считывается, бурлить. Вот как прозрачно это, как программирование. Вот идет. Интересно, зачем он это сделал? Мгм. Так, этому человеку приказываю отвечать. Пусть назовется, кто он такой, имя. Он вот встал и превратился, как будто бы э, э, это считывается как историческая программа. Как будто бы он вот так встал, руки врозь и ноги, и в таком шаре, это считывается колба тоже. И Мгм. он, я слышу, запрограммирован. В нем такие цифры идут. Я вижу цифру 2, э, Мгм. двойственность программ. То есть вот так. И у него подключка к интерферентам и к сектору магии. В секторе магии им кто-то управляет. У него, где сердце, идет подключка напрямую, прямо вот так, как провод в сектор магии. И в Мгм. секторе магии кто-то одевает наушники, Так. и потом как будто бы слушает, прислушивается, а потом считывается гипнотический сеанс. А потом какой-то щелчок вот такой черный, так пах, и такой звук, как щелчок такой. И я вижу, как взрыв вот такой получается в Чернобыле уже. Мгм. Так, кто это? Вот это в секторе Считывается магии? Из руководимая авария. Мгм. А там я увидела, слышу Кремль и вижу эту коммунистическую звезду. Мгм. И там вот этот человек какой-то. Так, Он как-то приказываю. вот так
Струшивает с себя что-то, как будто бы в погонах, как генерал какой-то, толстый такой. Так, приказываю. Считывается разведка. Мгм. Приказываем убрать все защиты на снятие магии и колдовства, блоки, иллюзии и отвечать истинно, кто он такой. Он говорит как робот, роботизированным голосом. Он говорит, странно, говорит, что он Илюша Круглов. 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 Мгм. Я услышала так. Так, И приказываем почему-то отвечать. говорит Илюша, не Илья, а Илюша Круглов. Так, приказываем отвечать, что он делает, что это он там подслушивает. Он говорит, что он выходит на связь. Так и говорит с демоническим проектом уничтожения человечества. Я вижу, что его подслушка вот так привязана энергетически к такому какому-то вот этому в секторе интерферентов, как шар черный, который вот так закручивается внутрь, как вихрь, и уходит там в другие пространства. Я слышу подземные. А подземные — это не в смысле, что вот под землей, там, где ископаемые разные лежат, Мгм. а пространство под землей, под нашей планетой. Что это за пространства такие? Сейчас я посмотрю. Мгм. Я слышу около наземная орбита. Я вижу, как вокруг Земли такое поле энергетическое, и это за этим полем Мгм. Что там, какой-то объект? считывается М. пространство духа, и вижу, что наша планета Земля находится в энергетическом каком-то, как коконе, вот ее энергетическое пространство. И с одной стороны оно выглядит как будто бы вот так, бусы так женские делают, такой шарик, а потом в такую прозрачную, э, Шнурок. такой, а потом М. перекручивают. И вот так вижу, как планета Земля, и там как 2 раза перекрутили, по полюсам. Вот, и один А, полюс входит мгм. в сектор, Первотворца, а другой вот туда, в сектор интерферентов. И там что-то сияет в секторе интерферентов. Я слышу божественный дух. Ам, так, чей божественный дух, Мгм. интересно? Считай, Виктория, эфирные ДНК этого божественного духа. Так, Или спроси у ну, этого духа. я слышу, Поговори. но у Мгм. меня так это, ам, непонятно. Короче, я слышу Илья Мамаев и вижу, его, божественную часть, которая находится в секторе интерферентов. Мгм. Я слышу «питает возмездие». Мгм. Что значит питает возмездие? Что это за процесс? Я вижу, что его энергия находится в каком-то пространстве, то есть его божественная энергия, ту, которую он потерял, Мгм. находится в эфирном пространстве, я слышу, межгалактическом.
И с одной стороны, какой-то как поток легкий, тоненький такой, утекает вниз. Буквально это как будто бы с этой энергией, которая вот выглядит как клубок ниточек, знаешь? Мгм. Ну, как обычно, наши эти нейронные связи, вот эти потоки энергетические. Как будто бы там вот так вот сидят и крутят, скручивают и уходит вниз в эгрегор возмездия. Я слышу возмездие, народ человеческий. То есть идет подпитка этих эгрегориальных структур, и эти темные сущности его энергию используют для того, чтобы внедрять. Так и идет хаос. Мгм. Там он уже давно находится. Я считываю много столетий. То есть его душа пленена, и там он выполняет эту Антимиссия, черную можно миссию. сказать. Ну Мгм. да, антимиссию. Так, это значит, пространство находится за землей. Это не только его душа, я вижу, но он как будто бы впитал другие души какие-то. Мгм. Так. И создал как будто бы такой а, энергетический центр, где находится. Так интересно, когда он туда попал, когда его душа попала. Вот слышу голос Сталина. Мгм. Голос Сталина, и вижу Сталина вот именно там. Мгм. Ну, не только Сталина. И идет какой-то еще, как нефилим, одноглазый. Он считывается предок. Перед кого? Сейчас я посмотрю. Мгм. От него пошел род. От этого считывается Люцифера. То есть Мгм. энергии Люцифера считываются от этого нефилима. Буквально вижу этого нефилима с одним глазом черным. Вот поэтому у масонов этот глаз Глаз. в пирамиде, да? Мгм. И Да. эти эзотерики как раз предлагают этот именно третий глаз активировать. Знали бы люди, что это означает на самом деле. Вот. И я вижу, что у него, эм, ну, там, где его гениталии, Мгм. подключка, с одной стороны идет как будто бы вот так считывается семя Люцифера. Это как дух. Его гениталии привязаны а, к такому черному пространству, и считывается пространство духа Люцифера. Мгм. И в этом пространстве духа Люцифера, то есть те сущности а, и люди, которые как бы своими энергиями служат, вижу, как огромная такая, как паутина считывается. Это нейросеть такая, потому что каждая душа, она связана друг с другом, и все процессы, и все мысли, и все-все, оно все завязано на этих нейронных связях. И оно выглядит вот так, как такая паутина. Я вижу, что в этой паутине, как шар такой черный, много, вот такой есть большой один шар. Там много других есть, но один вот этот, который считывается Илья Мамаев. Мгм. Вот чего бы я не ожидала там увидеть, так это вот это.
И это выглядит как запутавшиеся в черных сетях, такие как мушки. Вот почему муха у него. Муха – это не такая муха, они перекидывали на бедную муху. Ой, Тоже как карму. отражение на А материальном на самом уровне. деле, да, а на самом деле это мухи попадают в сети, в капканы этого паука. И там есть главный паук, который плетет эти сети нейронные, этого антимира, этой тьмы. Оно так и считывается, тьма. Почему тьма? Там есть и свет в этой тьме, и потому что захваченный свет. Эти мухи, так называемые души, которые поддались на эту провокацию, на эту манипуляцию, вот они как раз и светятся в этой тьме. Мгм. Но они там не имеют как бы никакой силы, их силу, просто энергию высасывают. И там такой есть этот монстр. Сейчас я отсоединюсь. Энергии очень низковибрационные. Я вижу, как со стороны это как целая вселенная. Мгм. Оно так и считывается, как пауки. Они буквально как пауки прыгают, как прыгающие пауки. Ух ты, вот оно что! В то же время, когда был Чернобыль, и несколько лет после этого на Восточной Украине, я сейчас вижу этот момент. Мгм. Э, Я их никогда не видела, потому что я во Львове жила. Но люди рассказывали, и мама моя рассказывала, э, какое-то нашествие пауков, которые прыгали. Огромные пауки, которые прыгали на людей, нападали сами. И я вижу, что я слышу межпространственное пересечение. То есть, как эта матрица наехала Мгм. антимировская, то на физике это проявилось вот этими прыгающими пауками. То есть вот эта коллаборация или как смешение А я пространств. сейчас посмотрю, там в Мгм. этом темном пространстве, то есть смешение пространств происходит тогда, когда люди разрешают э, быть жертвами. Разрешают насильникам подчиняться жертве. Вот эти коллаборанты на самом деле это самые несчастные люди. То есть это потерявшие волю и почему-то раз перестал работать, а на следующий день или через пару дней началась война. Потому что он коллаборант. Да, Мгм. у него нет силы сопротивляться, он полностью ножки сложил, лапки сложил, и как эта муха вот находится в плену. Меня интересует, что это за паук такой. Они попадаются очень редко, пауки, в эфирном пространстве. Мгм. Давай посмотрим на этого паука. Я вижу, что это считывается, он имеет вид, как будто бы человек, это в секторе интерферентов, между прочим, стоит как будто бы человек, и у него на голове, где глаза, и вот такая черная пирамида. У Мгм. него черный плащ. Считывается это как дух Люцифера. А почему образ человеческий? Мгм. Это образ идет, я слышу, стремление стать человеком, захватить человека, не стать человеком, а захватить человека, Мгм. захватить человеческий разум. А почему? Потому что человеческий разум, я слышу и вижу, продуцирует энергию бытия и энергию созидания. Творец, Мгм. человек, Творчество.
То есть человек творит созидающую энергию, а Люцифер желает это захватить, и он захватывает. Мгм. Виктор, давай посмотрим, что это за процесс смешивания этих пространств, что это за процесс и где зацепка, почему это произошло. Каких пространств конкретно? Смешивание пространств произошло Мы при, Чернобыль при рассматриваем, да? при Чернобыльской аварии произошло это смешивание пространств. Нет, что-то ты не так говоришь. Мгм. Так. Хорошо, давай вот так, Виктория. Вот этот Илья Мамаев как-то связан с этим человеком, который был там на телефоне и гипнотизировал кого-то там с этим, как Илья Я Мамаев вижу, связан. что этот Мгм. человек, который там гипнотизировал, он как будто бы соткан с этих черных паутин. А эти черные паутины берут энергию от души Ильи. Он там запечатан. Мгм. Я То вижу, есть, что от его души, она же не сидит там такая, а постоянно тоже продуцирует энергии, как шарики такие отходят от его души, от его божественной души, э, которая полностью захвачена, и она такими вот как шариками, порциями, я вижу, уходит мгм. к этому человеку. Я слышу, что этот генерал, он пользуется, как бы идет смешение энергий этого какого-то Круглова, Мгм. поэтому он и прозвучал как Илюша Круглов, потому что в нем находятся энергии Ильи. Ага. Так, а кто на физике вот этот Круглов, как его имя настоящее? Кто принимал эти энергии Ильи? Сейчас я вижу, как слышу щиты, так шух-шух-шух, такие вот щиты вокруг его пространства. Так, приказываю хозяинам счетов убрать их энергии. Это наше пространство, и никто не имеет права. Сейчас я вижу, там такой какой-то человек пришел и такую, как картонную папку держит, цвет картонный, там дело какое-то. Слышу, засекречено. И открывает, я ему приказываю показывать, он открывает эту папку, и там, где фотография, и написано, кто это, то там такой, как гипноз, квадратик такой, как будто бы из белого тумана. И все это, везде это засекречено, оно не считывается. И перелистались эти все листочки, и такой черный оттуда идет, это как позывной Круглов. Мгм. Да. Так, приказывая этому Круглову отвечать, что он делал по отношению к Чернобыльской этому атомной станции. Он говорит, что он управляет процессом, считывается КГБ, разведка, и я вижу вот эту как луч такой прямо к этому человеку, а этот человек зазомбирован, который находится в самой станции. Он выглядит вот как это, руки вот так, ноги широко,
И весь как будто такая паутинка, как будто бы он прозрачный. И считывается, что он зазомбирован, что им управляют. Мгм. Так, этот Круглов приказом отвечает, что конкретно он делал по отношению к этому человеку. Он говорит, что он его поместил в транс, Мгм. Для чего ему это нужно? загипнотизировал. Мгм. С какой Он, целью он это сделал? он говорит, что тот должен нажать на кнопку в нужный момент. Мгм. Что произойдет, когда он нажмет на эту кнопку? Он говорит, Украина станет нашей. Что значит, что Украина станет нашей? Что это обозначает? Он говорит, что они возьмут Украину с пепла. Я вижу, как восточную часть Украины, как будто бы с Москвы такие руки, которые вот так загребают. Мгм. Он говорит, что мы запланировали взятие Кремля. Кремль наш. Так, а кто это говорит? Кто это говорит? Что за... Кто взял этот Кремль? Приказываю А вот проявиться. эти руки, которые вот загребают, я вижу, что там, где Москва, Мгм. там такой, как портал открытый. И вот эти руки, они тянутся через этот портал, но они из сектора интерферентов. Так, я так Там, понимаю, что кто этот взял, забрал эту Москву, этот Кремль, он же хотел забрать да, вот этот и с Украину. пирамидой на голове. М, Да, да. Они захватили. Интересно, когда это они захватили Москву? Кремль. Мгм. Когда Кремль. открылся этот портал. Кремль. Вижу вот так, как будто бы конница какая-то, кто-то на коне, вот так и так шаблей, шух, шух, шух. Какое-то я слышу завоевание. Ам, Мгм. Мгм. Что это за воевание, что это за война была? Я вижу, что это идет завоевание вот откуда-то из юга. М, Мгм. То ли Кто узбек, там, где Узбекистан, хан? вот оттуда. Хан, да. Кто главный в этом завоевании? Приказываем проявиться согласно его физической ДНК. Ну, смотри, мы сейчас говорим о том Э, духе, да, Мгм. Да, этого Люцифера, который Люцифера, да. захватил с этой пирамидой на голове. Мгм. В ком проявлялся этот дух? Кто участвовал в этом завоевании? Самый главный, ключевая фигура. Так, сейчас я вижу там, где Москва, такое лицо с узкими глазами, Мгм. какой-то желтый цвет. Приказывает тому человеку проявить согласно его физической ДНК на тот момент, когда он завоевывал. Звучит имя на каком-то языке. Приказываем написать, как это будет на русском Сейчас я языке. Мгм. переведу, да. Мгм. Я просто не могу это повторить. Я слышу. Мгм. Короче, там такие слова, а потом в конце идет узбек.
как в нашей истории, мы знаем этого узбека? Или наши историки знают этого узбека, как в истории он написан? Ну, по-моему, он так и написан. М. Какой-то узбек. Так, хорошо. А что это за война? Что это за год был, когда это было? Где-то, да? Ну, вопрос, ну там же ж М. нет годов. Это нужно как-то... Связать Оно с иногда наш. идет, Мгм. иногда, вот так оно как-то ни с того ни с сего. Вот я просто как бы зависла и Мгм. все, и не Хорошо. пошло. Так, хорошо. Вот этому узбеку приказываю отвечать, что он делает по отношению к Москве, что это за завоевание у него. Какая-то такая хитрая энергия, как будто бы крадется. Вот именно вот она я вижу одновременно и ментальную карту, и карту как бы Земли. Мгм. Так. Как будто бы какой-то синий такой дух прокрадывается, и синий цвет. Почему? Это как этот какой-то, как джин из кувшина. Мгм. Считывается, что М. вот так, дьявольщина, потом какое-то месиво, какое-то колдовство. Мгм. Хорошо, Виктория. А кто правил Москвой в тот момент, когда ее завоевали? Давай посмотрим, кто был правителем. Я слышу никто, и вижу человека, который вот так пришел к этому прямо вот вниз, где сектор магии, с поклоном сам пришел и что-то принес. Мгм. Кто этот человек? Э, Кто он такой? Приказываю ему называться. Как-то странно выглядит в каких-то лаптях, то ли соломенные, почему-то идет в соломенных лаптях. Я, если не знаю, с чего Мгм. там лапти делали, он как-то вот так выглядит, как очень какой-то ободранный Мгм. Так. и Приказ. принес что-то. Мгм. Приказываю называться, как его зовут, и отвечать, что он принес. Ну, я думаю, что это какие-то как программы или что. Он как-то не считывается как какая-то конкретная личность, какие-то безличностные Мгм. м, Собранный энергии. какой-то этот. Мгм. Ну Да, хорошо, а что он принес, Виктория? какой-то артикул, артикул почему-то, ну, это как статья какая-то. ам, ну, по-английски артикул это как бы статья. Мгм. Он принес договор, Так, что это говорит за... о вызывании духов. Мгм. Это как контракт, получается, да, Виктория? Да, Мгм. какой-то статья, ну, какая-то как будто бы что-то он принес и отдает. А там, где считывается вот этот хан узбек, Мгм. он берет этот узбек и вот так, как будто бы так, я слышу астрологический прогноз. Этот узбек берет как эту синюю НЛП-программирование. Вот эти синие человечки, Мгм. а, вообще синий цвет, это считывается как НЛП-программирование. И он берет, как будто бы от себя отрывает этот узбек. И вот так раз кляксу посадил в Кремль.
И он говорит, что будут слушаться меня. Мгм. Говорит, назидание. Так, хорошо. Вот этот контракт. Кто стороны контракта, всем сторонам контракта приказываю проявить согласно их эфирных ДНК, стать по старшинству. Я вижу, что там находится, сразу услышала Люцифер, и вижу его этот дух, то есть с этой пирамидой на голове. Мгм. Так. А Потом такая рука появляется, вот так вот. Как-то странно вот этот с пирамидой на голове, вот так показывает рука. Мгм. Говорит, я и мои гости в пространстве Земли. И вижу, так, гости, что это считывается захватнические войска, пилоты, какие-то межгалактические путешественники. Как эти странники, пилоты М, эти. Но это со стороны Люцифера, да, Виктория? Вот эти Да, пилоты-захватники. Мгм. да, да. То есть это считывается, они воплощаются как люди-предатели. И вот Сталина вижу, Мгм. и других там, других я вижу, даже те, которые приходили к нам на сеансы. Это те, которых я видела как лягушки такие, знаешь, попрыгушки. Ниндзя-лягушки. Мгм. Ниндзя-лягушки, да, то есть которые перепрыгивают с одной мерности в другую, с одной. Они приходят специально, чтобы уничтожать человеческое общество. Мгм. Так, хорошо. А с нашей стороны контракта кто находится? Но я не знаю, почему он считывается лапотник. Мгм. М, Так, Это как программа какая-то. Не считывается как человек, а как будто бы вот я когда смотрю, а у него лапти из соломы сделаны, и он весь как соломенный бычок. Весь из соломы сделан. И вот это идет аналогия с этой сказкой про соломенного бычка. Мгм. Считывается, когда я смотрю, хочу считать, что такое, слышу тотальный контроль, тотальный контроль. Это программа. Я думаю, что оно Мгм. всплывет, но они заступают. То есть они как бы перед. Человеческая душа, которая это сделала, она же, естественно, ушла на аннигиляцию, а остались вместо души вот эта программа, этот человек, Мгм. который как, ну, как нищий считывается. А почему нищий? Потому что всю душу свою уже отдал Мгм. и считывается вот как лапотник, ну, то есть как бездомный. Виктория, а вот, например, его сейчас нет, этого представителя, можно сказать. Чисто гипотетически, если я как займу его место или как представитель рассмотрю этот договор, пересмотрю этот договор, имею право. Ну, да, это выглядит, я извиняюсь за подробности, это выглядит такой большой. А вот эта программа "Лапотник", я не хочу на это смотреть, но в эфирном М, плане, но я не стесняюсь, я не смотрю на голые тела. Оно мгм, по-другому все выглядит. Но выглядит так, как будто бы вот, твой этот мужской орган, на котором, на конце вот этот лапотник. И он такой сияющий. Надо сейчас посмотреть. И от этого лапотника, который, как бы на конце, то есть это сейчас считаю, что это за, метафора такая странная. мгм, И подключка вот эта соломенная идет, в сектор интерферентов. Я слышу, пошел голос такой очень громкий, торжественный, скажем так. мгм, Эм, Ты можешь взять,
ответственность. Сейчас я послушаю, откуда идет этот голос. Ага, Пос- это идет от интерферентов. И так, ха-ха-ха-ха-ха. Мгм. Это считывается что-то не из рода Люцифера. Отсоединись от этого. Просто Отсоединись давай от дальше идем. этого. Мгм. Не Хорошо. спеши никуда. Мгм. Я вижу, как это отсоединяется, этот лапотник Отсоединяй. от этого. Все, все, ты ушел Мгм. вверх. Хорошо. Так. Ну, вот. Я Вернемся тогда слышу, к что ты контракту. предваряешь события, то есть Мгм. как бы Наоборот, спешу. вмешиваешься. Я понял. Спешишь, не надо это делать. Мгм. Как нам лучше сейчас рассмотреть контракт, это условие? Так, я слышу, идет по как вечное пленение. Ну, Мгм. почему-то идет довечное пленение. Что это И обозначает? вижу, Мгм. что там, где Кремль, это там именно вот это как пробка, это соломенная такая. Это программы нищебродства. Так, а что Мгм. они вообще обозначают? Что это такое? Это программа. Да, это вот эта Мгм. лапотная программа, этот лапотник, кто это такой? И там вижу, снова я вижу Брежнева. Мгм. Он что-то говорит. Так. Я вижу, как он говорит, вот так. Он тоже весь в программах. И такая толстая рука его. И он вот так протягивает ее с Кремля, вот так как к Украине. И говорит, мы возьмем Русь. Мгм. Это тоже проявление в нем этих программ, Да, получается. да, да. Мгм. И сразу я подумала, почему это. И вижу такая конница, 22 год, 1922 год, конница, война. И я слышу захват Украины, Мгм. сдача Украины. То есть там Харьков, я слышу Харьков, сдача Украины, человек-предатель. Какой-то человек-предатель. И я вижу какое-то собрание, почему-то в Харькове. Интересненько. Это Это те человек, события, на которые это все завязано. человек-предатель, это вот это один из этих ниндзя, лягушек, пилотов этих. Эм, я не знаю. Я М. вижу какое-то собрание, оно считывается собрание предателей, и я вижу, они считываются там как коммунисты. Мгм. То есть какое-то коммунистическое собрание, подвох, м, подлог документов, захват власти. Мгм. Так, это одна из цепочек событий захвата. Да. На чем это все держится? Где это глобальный крючок, зацепка, чтобы можно было это все развязать? Ну, нужно посмотреть, я вижу конечную цель этого всего. Мгм. Да. И я вижу, что вот этот авария на Чернобыле, Мгм. и от него идет вот такая, считывается скачок, то есть вот энергетическая как связь на Мгм. юге Украины, юг Украины, но это где-то как Запорожье.
И я вот где-то там, не в Крыму, а где-то вот так, где Запорожье, вот там, или Мелитополь, Мгм. там, где Москва, ну, стерла с лица земли города, много городов, вообще там ничего не осталось больше. Мгм. Вот Так. где-то там, и я вижу, что от Чернобыля идет вот такой, как и такой взрыв. Я слышу планирование ядерной зимы, катастрофа. Там еще одна, я слышу, ЗАЭС. Ага. Там еще одна ЗАЭС, там еще одна есть атомная станция. И они планируют сделать еще одну аварию. Почему им так долго нужно планировать? И я вижу, они спрашивают людей. В эфирном плане люди, жители Украины, должны как бы дать на подсознательном уровне согласие. И вот поэтому это так и проявилось на сеансе Людмилы, потому что она очищена, осознанно, она почувствовала неладное и заказала у нас сеанс, чтобы Мгм. очиститься от этого внутреннего разрешения. Но люди не очищенные, они коллаборанты. Они думают, что если они сдадутся, так их легче проглотят, и их страдания как бы быстрее закончатся. Есть Виктория Запорожская АЭС и Южноукраинская АЭС. Самые южные такие две станции. Мне идет Запорожская, там, где сейчас оккупировали россияне эту Мгм. Запорожскую, и они ее заминировали и не допускают МАГАТЭ. А Мгм. МАГАТЭ тоже, как говорится, с усами. Потому что если бы МАГАТЭ захотела, то они бы там уже порядок навели. Но я вижу, что они готовят тоже аварию я слышу, ядерный реактор. Мгм. Они хотят под Так. прикрытием ночи, и я слышу, Задокументировать. задокументировано в Москве. То есть это уже как бы сложен план, и они привязывают. То есть в эфирном плане никто никому ничего не может сделать до тех пор, пока люди не разрешат. Поэтому существует вот этот эзотерический обман, когда говорят одно, подразумевают другое. Но когда человек, обманутый, принимает решение неправильное, то считается то, что происходило на тонком уровне, потому что душа на самом деле знает все. И когда у человека раздрайв, и он не Мгм. слышит свое подсознание, то это его не оправдывает. И Так. поэтому вот эта Мгм. чернобыльская авария, она держалась тоже на разрешении. Мгм. И сейчас эта новая авария, которую они готовят, держится на том, что вот как в 22 году советская власть захватила Украину, и были предатели с Украины, коммунисты, да, которые вот в Харькове произвели какой-то, не знаю, что там было, оно просто акт предательства и сдачи Украины. Так, хорошо. Кто планирует вот это подрыв этой Запорожской АЭС? Ответственных за эту операцию приказываю проявиться на физическом уровне, кто это делает, согласно физических ДНК. Я вижу, это пирамида, и в этой пирамиде проявилось как бы такое лицо желтое. Это как будто бы маска Путина. Но это как Мгм. будто бы не человек, а просто как лицо какое-то, Кукла. кукла. А от него идет дальше в сторону подключка. Так, Мгм. приказываю проявиться. Кто управляет этим?
маской Путина приказываем проявиться согласно физической ДНК. Серый кардинал. М, Глаза пучистые такие. Этот Патрушев Виктория. Сейчас я посмотрю, кто это. Мгм. Насчитывается какой-то людоед. Мгм. Приказывает ему людоеду отвечать истину, кто он такой. Он говорит, что он демонист, сатанист, и говорит, что он съест, говорит, всю Русь. И он говорит, показывает на это событие 22 года, и он размахивает каким-то документом и говорит, что нам нужно соглашение Украины на ее порабощение. Мгм. Он Так, говорит, что им нужен союз 3 государств. мгм. Говорит, Беларусь наша, а Украину показывает только такое черное вот пятно, только Восточная Украина, которую захватили. И говорит, что это, говорит так, это наш резерв, наше М. вторжение. Ну и считывается вот это разрушение, магия разрушения. М. Так, еще раз приказывает ему людоеду отвечать, кто он есть на самом деле. Естественно, отвечает, кто он на физике. Но я вижу его глаза, ну, По конам он обязан отвечать, кто он есть. так, какой-то как робот, как палочки такие. То есть это человек без души, считывается людоед. Так, Мгм. а лица-то у него нету уже человеческого. Так. Как он проявлен на физике, приказываем проявиться согласно физической ДНК, как он на физике выглядит. Он говорит, я и мои сыновья. На имени не слышу, я вижу, но я не могу сказать, пока я не услышу имя. Приказываем ему написать, кто он такой на физике, Ну, ты как его сказал знать. уже, да. Патрушев. Да. Так. Приказываем отвечать, зачем ему это нужно, организовывать этот атомный взрыв на этой станции. Он говорит, что ему нужен документ, говорит, на разрушение, договор, разрешение Мгм. на разрушение. И он апеллирует к этому 22 году. Какое-то было соглашение на передачу Украины под юрисдикцию. Вот это я слышу, капитуляция. Капитуляция Украины, национальной свободы, независимости, подчинение вот этому треугольнику, духу Люцифера, этим Мгм. коммунистам. Так, хорошо, Виктория, давай пока отсоединимся от этих всех ситуаций. Да. Мгм. Давай посмотрим подписание вот этого документа на передаче Украины в 2022 году. Кто вот участвовал при подписании этого документа, я им приказываю проявиться, кто на физике подписывал этот документ. Приказываем проявиться. Вышел какой-то человек, военный, они все какие-то военные, в военной форме. Мгм. И один среди, там много их, а один считывается как казак. И подписал документ, и сверху положил свою такую фуражку. Мгм. Кто этот казак? Приказываем назваться, кто он такой.
Так, он переходит в сектор магии, и его внутренняя человеческая душа как будто бы растянулась, как кукла тряпичная, которую потянули за ноги, за руки, и он вот так растянулся в сектор магии, в сектор интерферентов. Мгм. Только считывается как предатель рода человеческого. Приказываю этому предателю отвечать, кто он такой, пусть назовется. Он находится в секторе магии. Он обязан ответить, кто он такой. Он показал средний палец на эти слова. Так. Я ему приказываю убирать его воздействие. Приказываем убрать воздействие, иллюзии, обман, ложь. По конам Первотворца он обязан назваться, кто он такой. Проявился Сталин Мгм. и говорит вот его голосом, вот с грузинским акцентом, что он послал своего гонца, говорит, чтобы раздерибанить Украину. Мгм. Подпольная организация, подрывная. Они какую-то фальшивку там создали, Мгм. какой-то фальшивый документ. Так. Приказываем отвечать, что это за фальшивый документ. Связано с каким-то временным правительством в Украине. Вот так как-то перевернуть. Мгм. Подлог. Искажение, да. Хорошо, Виктория. Обличаем это искажение, этот документ, что это документ фальшивка. Распространяем эту информацию в эфирном пространстве. Всем, кто участвовал в подписании этого договора, передаем эту информацию. Я, да, говорю, оно стало как ключевым моментом как бы в Чтобы они захвате согласились. Украины. Мгм. Да. Я передаю им, вот я вижу, как я рву на куски этот документ и говорю: фальшивка. Мгм. И я приказываю, и ты тоже, и каждая божественная душа приказываем убирать это магическое воздействие, эту ложь и получать карму. Мгм. Приказываем это сделать, убрать их воздействие. Карму отдаем, расторгаем контракт. Они кричат, она нас увидела и говорят, что они бессильны. Я приказываю убрать их лапы, и вот эти руки от Украины вот так засовываются обратно вот туда. А там, где Кремль, там, где этот портал открытый, там такой, как черный квадрат. Не квадрат, а куб черный. Мгм. Это Считывается геометрическая мафия. Я приказываю убрать воздействие и этот гипноз, и пси-технологии через их так называемую церковь. А эта церковь православная в Украине, ну и в России тоже, это на самом деле это сети КГБ. Мгм. То есть это не Божье слово там проповедуется, Управление массами пропаганда. Да, паразитическое. это, это пропаганда и это пси-технологии. Мгм. Оно таки считывается, паразитическая система управления разумом. Я приказываю убрать воздействие с Украины, из Запорожской станции и забрать всю ихнюю магию и все воздействия на Украину и на весь народ, и россиян, и на всех-всех-всех, на кого они распространяют их ложь, насилие, и эти все технологии применить к ним же, запирать Присоединяюсь к их приказу. лично. Я вижу, как такая Мгм. паутина,
как гипнотическая паутина вот сползает и ползет к ним. И вижу, слышу, вот сейчас только услышала Патрушев. Это его, так я и слышу, пси-технологии. Это его идея, потому что власть захватили колдуны и считываются как рецидивисты, то есть мафия. Их Мгм. действия, они по отношению к народу, как рецидивисты. Так вот идет. Я приказываю им убирать, я очищаю все наше живое Мгм. пространство. И я вот так беру, и этого мужчину, который там завис так, загипнотизированный, я его бью по щекам, как А будто бы бужу в том моменте, когда был этот Чернобыль, перед Мгм. Чернобылем. Я его бужу и говорю, передаю эту всю информацию, что он может отменить тот момент Поддаваться гипнозу. гипноза. Да, он был загипнотизирован перед этим. И я вижу, Мгм. как его живое сознание, какая-то память находится в секторе интерферентов. И она возвращается обратно, похоже на какую-то как миндалину, как Мгм. орешек. Даже не миндалина, это не миндалина, как вот это как адами, Мгм. как орешек вот такой, Ага, макадамия. макадами, Мгм. макадами. Вот. Понятно. Он возвращает к себе, и я вижу, как он руку, вот эта рука, которая вот так сделала, Мгм. а сейчас идет наоборот, вот это черное воздействие, и отменяется эта чернобыльская авария. И вот это я слышу, то, что я услышала, что они ничего не могут сделать. И я очищаю всю Украину от воздействия. Да, приказываем интерферентам всей этой мафии забирать все их воздействия, все их гадость, все это ядерное разрушение, это И вдруг появляется энергия. лицо Петра Мгм. Порошенко. Мгм. И у него такие конфеты в руках. И он так кланяется Москве и говорит, что он сдал Украину. И вижу, как от него идут подключки вот так как бы в Беларусь. А он находится по отношению к Украине в секторе магии. И вот Минск, я слышу, Минск, и вот так идет сектор интерферентов. И образовался снова этот треугольник. Мгм. И оно просто быстро так считывается, я все не успеваю сказать. Короче, он ради своего личного бизнеса сдал Украину. И это тоже является ключевым моментом. Передаем информацию украинцам о Порошенко, кто он такой, что его действия предательски по отношению к Украине. Призываем. Я ему приказываю убирать все его воздействие Мгм. и эту ложь, которую он навязал всей Украине, и пусть он применяет карму к нему же, Мгм. вот, и пусть этими конфетками своими подавится. Вот, и очищаю все пространство нашей родной Земли, планеты, и потому что все люди находятся под мороком, и украинцы, и россияне, и казахи, и все-все-все, вся планета подвержена власти этого Мгм. Люцифера. Передаем Очищаем информацию каждой живой человеческое душе, сознание. Мгм. и где бы она ни находилась, в светлых пространствах и в темных пространствах, в этой паутине, и призываю освобождаться, выпутываться с этих паутин. Только стоит очень посмотреть внимательно на свои интересы, своей божественной души, на жизнь, перевернуть свое внимание, повернуть к Первотворцу, к жизни, к доброте, как власть над душой теряется Мгм. этих темных, и призываю всех божественных. И вот я вижу
божественных душ, чтобы они освобождались от этого морока, от гипноза этой мафии коммунистической, которая там засела. И я вижу снова этот синий человек. Я передаю информацию россиянам, чтобы они понимали, что только интересы счастья, интересы божественной души — это счастье, жизнь, гармония, дружба, любовь. Это только может спасти мир, и это только может улучшить жизнь Мгм. человека. Жить, сонастроиться с принципами любви. Это принципы Вселенной. Написано: Бог есть любовь, а мы все божественные души. Мгм. Вот этот договор с этим лапотником, как Ну вот я его сейчас. как раз и Мгм. рассматриваю, Мгм. да. Вот этот какой-то узбек. Хан Узбек. Мгм. Да, да, да. И я вижу, как к нему эта программа лапотника возвращается, Мгм. и этот портал к нему. То есть это он открыл портал, это он задействовал какие-то магические свои силы, он подавил тогда волю этих правителей, а М. правители уже распространили влияние и на, я слышу, москвичей. М. То Так, есть от я вижу, своего имени я ему приказываю забрать его воздействие. Я отказываюсь давать ему преференции и одобрение, проводить ритуалы. Пусть забирает эти интерференты, всей духов, информацию, ложь, обман ими, ихними руками и карму отдаю. ну вот я вижу, сейчас я увидела вдруг Зеленского, да, и вот этот Арестович, да. Арестовича Зеленский уже выгнал, да, ну, год назад, по-моему, да. Но я его увидела, и мне приходит, что каждая власть, она сумасшедшая, потому что вместо того, чтобы призывать к силам добра, они пользуются услугами каких-то сомнительных личностей. И вот этот эзотерик и этот колдун, сумасшедший Арестович, да, а в России тоже вот это все с магией связано. А мы все это видим и обличаем. И эту Обличаем. церковь православную, так называемую, вот, Церкви приказываю убрать их воздействие, вот эти иконы, приписывать Иисуса к этим событиям. За все приказываем забрать карму и приказываю забирать эти иконы и воздействия. очищаем все наше живое Ш- пространство, и я призываю все божественные души. Я их снова вижу, они там томятся в плену. Возвращаться к Первотворцу, Мгм. возвращаться к своим истинным божественным началам и отказываться от служения демонам. Я передаю информацию моим, моей сестре Моне и Илье, Оксане. и Оксане, да, и всем этим людям, которые затуманены этой эзотерикой и этими пси-технологиями. Призываю всех возвращаться к живому разуму и Мгм. вернуть жизнь своим душам. Закрываем все порталы, запрещаем. Закрываем порталом, запрещаться вторгаться в наше пространство. Запрещаем сеять ложь, обман и Вот я отдаем карму. посмотрела, как выглядит Чернобыль, и там вижу, как ангел, который взмахнул крыльями, и такие цветы. И я вижу, что атомная вот эта авария, она отменена.
Мгм. И этого уже нет, этого купола над Чернобылем, этой эзотерической, магической программы. Я призываю. Это начало, это еще запланировал этот бравастый, который был бла-бла-бла-бла, М. Брежнев. Брежнев. Вот. Я приказываю всему этому демоническому правительству убираться прочь в портал и призываю души, захваченные этих всех правителей московских, кремлевских, возвращаться к Первотворцу, а за воздействие пусть карму получают истинные. И вот вижу, как Истинные эта вдохновители. Мгм. пирамида, которая вот так стояла, этот дух Люцифера, перевернулась вверх ногами и пошла в портал. Очищаем все наше пространство, возвращаем Очищаем. планету Землю. Я вижу, как она раскручивается с этой штуки. Мгм. Вот я о ней уже и забыла, и снова ее Цепочка увидела. вот эта Да, энергетическая. как она развязывается и освобождается. Ам, Я Мгм. слышу, что возвращается в пространство живого духа, святого живого духа. Ну, люди не понимают, что дух бывает дух Люцифера и дух Первотворца. Вот, и когда человек, который занимается магией, идет на уловки эзотериков или магов, или целителей, которые рассказывают о просвещении, чего-то еще такое. На самом деле человек своими привязками уходит еще глубже в тот пространство антимира. Там тоже есть Мгм. дух, тоже духовная иерархия и тоже духовные знания, но только из какого источника вопрос. Ну да, кем написано и с какими намерениями. Хорошо. Очищаем пространство и восстанавливая эфирное пространство, очищая его, приказываю всем этим паразитам забирать их энергии, восстанавливание это пространство, Я гармония. вижу, да, я вижу, как аннигилируется вот этот договор, который был подписан в 22 году, и какое-то последствие было в 24-м черное. Я эту магию всю обличаю, разрываем все контракты от имени Украины. Вот как интересно получилось. Я же украинка, а ты россиянин. Я от Мгм. имени Украины, а ты от имени России. Мы расторгаем все эти чужеродные Расторгаем, контракты, запрещаем войну, восстанавливаем мир, прощаем войну. гармонию, процветание для всех наций, всех людей, для каждой живой души на планете Земля. Мгм. Да. Я увидела радугу. Сейчас я посмотрю, что это такое. Вдруг увидела радугу. Мгм. Я слышу, не будет возмездия. То есть им план этот не удастся Мгм. взорвать эту. Ну, Запорожская. я слышу повторить Чернобыльскую. Мгм. Да. Я даю карму всем, кто задумал это, и предотвращаем это все. Мгм. Ага, все хорошо. Я вижу, как ангелы, как будто бы два ангела поднимаются вверх. Мгм. Это мы с тобой. А Ясно. мы от имени Украины, я от имени Украины, а ты от имени России. Очищаем наше Нам пространство. нечего Мгм. делить, потому что нет войны против человека, человека против человека. На самом деле это идет война между духом святым, божественным и духом люциферианским. Потому что любое насилие – это проявление духа Люцифера. Любой, кто призывает к войне, к уничтожению других, к ненависти, это проявление люциферианского духа. И мы обличаем это и запрещаем в нашем живом пространстве вот эту ложь, все понимаем и показываем, как оно есть на самом деле. Мгм. Пусть люди видят и понимают глубину происходящих вещей. Да.
Отлично. Ну вот. Мгм. Хорошо, Виктория. Да. Очищаем пространство. Виктория, ты отсоединяйся от всех этих ситуаций. Да. Наполняемся энергией, поднимаемся вверх. Мгм. И все. Сделали мы все на этом сеансе, что запланировали. Да. Ну, хорошо. Виктория посчитает от 1 до 3. Ты выйдешь в физическую реальность, где с тобой разговаривают. Будешь себя чувствовать великолепно.